уже приехали в аэропорт. Сегодня мы улетаем на остров Бали. Пока как-то все не очень. Мне с утра было плохо. Сейчас уже стало более-менее. И вот мы пытаемся найти наш выход на посадку. Сейчас сидим, ждем автобус, который отвезет нас к нашему гейту. Сейчас покажу, где мы находимся. Мы, получается, находимся на первом этаже под аэропортом. Здесь такая зона ожидания автобуса. И рядом уже как раз сами самолеты. Мы уже нашли наш гейт. Он находится как будто в другом здании немножко. Мы туда ехали на автобусе. Сейчас уже дождемся посадку. Нам осталось где-то часа полтора. И через 3 часа мы уже будем на острове Бали. Заселились в отель. Такая вот одна комната. Есть стол. Моя кровать. И вид на бассейн. Мы уже перекусили. Сейчас идем к пляжу, идем к океану. Здесь нет тротуаров, лучики очень маленькие. Сейчас мы приехали на пляж Нуса-Дуа. Здесь как раз такой райский песочек, бирюзовое море очень красивое. Вижу, что на снорклинг тоже отправляются. Здесь прям очень красиво. Новый день. Вчера мы были на пляже. Я обгорела очень сильно. Сегодня еще меня сломилась зарядка. Сейчас мы идем покупать новую как раз в торговый центр. Пришли в какой-то магазин сладостей. Здесь очень много всего. Огромный выбор мармелада, всякого разного. Также здесь находится мини-рынок. Также есть опять рыбки.
Сейчас мы зашли в такое вот кафе. Заказали здесь покушать. Я взяла себе рыбу на гриле. Есть такой прудик, опять карпики. Выглядит очень прикольное место. Волны. Сегодня у нас был снорклинг. Как раз ранее кадры были. Это мы ездили на снорклинг в Амет. Дорога заняла у нас где-то часа 3 от Куты. Вот мы доехали, сняли в аренду лодку, маску, все взяли. У нас было 3 локации. Я плавала только на 2, потому что на одной локации мне было тяжело дышать в маске. И я не стала плавать, но там, в принципе, ничего не было видно. А в конце вот я прям вошла во вкус, я уже поняла, как, что делать. И тогда я уже начала прям активно плавать, нырять и так далее. Мне прям очень понравилось. Я бы, наверное, еще много-много раз плавала. Также здесь, как всегда, очень много кошек. Эта кошка очень хочет кушать, она прям так жалобно мяукает. И очень громко. Они по-другому здесь все мяукают, кошки. Прям странно. Сразу смотрят. Сейчас идем на парковку к нашему водителю. Здесь нашли куриц. Их так жалко, они просто питаются на помойке. Всем, чем найдут. Мы уже приехали в отель. Сейчас покажу, что я нашла в океане и что мы купили. В океане я нашла такие вот кораллы, кусочки. Это мне мальчики нашли на дне. Также лавовые камешки. Это прям как лава настоящая. Вот. Самое миленькое это вот. Мы нашли морскую звезду, и на ней была прикреплена вот такая вот ракушка. Она очень маленькая, вот, она прям малюсенькая. Но она очень красивая. Как раз подойдет, чтобы сделать какой-нибудь кулончик. Я так планирую. Сегодня уже новый день. Сейчас я иду на пляж. Договорились встретиться с девочкой, посидеть, пообщаться, позавтракать. Сегодня думали, может быть, пойдем в парк с птицами, но потом ничего не решили. И я подумала, что, может быть, лучше тогда встретиться с девочкой, погулять у океана. Сейчас как раз иду там, где она находится. Сегодня мы отправляемся в сторону Убуда. Посмотрим там достопримечательности, рисовые террасы и так далее. Там будет очень много красивых мест. Здесь такая крутая лестница, которой очень страшно спускаться. Но зато здесь очень красиво. О, Господи. Прям очень красиво. Здесь очень много лестниц, очень много спусков. Красивые, прям очень террасы. Многоярусные. Не совсем, конечно, зелено, но все равно прикольно. Лапки грязные.
Такой игривый. Да, вот этот прям прикольный, такой пушистенький, белый, прям белоснежный. Видишь, а это вот, ну, это, наверное, та девочка белая, а это пацан ходил. Наверное. Также прикольно, что здесь есть такое кафе на вершине. Под соломенной крышей. Спускаться намного тяжелее. А, да, там кроликов в руки берут. That's the Rosella. А, гибискус, гибискус. It tastes like the pineapple. Pineapple. Ананас. Ангустин. Это вот эта треугольная вот эта штучка, помнишь? Которую в пакете берут. Тумекти. Куркума. Yeah, sleeping. They like coffee. They eat coffee, but they select the best bean. Is not hungry. Angry? Angry? No? 30 minutes until the color become black color. Да, короче, мелочь. Yeah, and it's Robusta coffee. The normal coffee bean. That's the luwak coffee. Coffee from the poo. It's the poo from animal. А, лювак кофе. After this, we have to wash and we have to dry until become like this. And we have to peel the skin. We remove the skin, and after this, then we roast it. Yeah, it's the most expensive one. Coffee from the poo. Lemongrass, cinnamon. This is nutmeg. Star anise. This is clove. This is coriander, white and black pepper. This is vanilla. 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 This is the ginger. We make tea from ginger. Ginger. Какао. Yeah. We have to wash что, and какао? dry. Yeah. This is after dry. Это какао, Дашин шоколад. The coffee. Да, вот он левак. Then this one is Arabica coffee. And this is the Robusta. This is Robusta. Robusta, bitter, Arabica, bit sour. Авокадо. Кофе. Это вкусно. Лювак кофе – это разновидность кофе, которая производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен мусангами. Этот кофе производится в промышленных масштабах в Индонезии и на Филиппинах. Сейчас на видео как раз нам готовят этот кофе. И лювак кофе – это один из самых дорогих сортов кофе в мире. Такой себе. Какая-то безвкусная штука. Дегустация была бесплатная, кроме лювак кофе, и проходила в таком вот кафе.
Мусульвак. Ему очень жарко. А это как раз он сходил в туалет и из этого делает кофе. Что продается в магазине? Это я не знаю, что такое. Ванила, шоколад. Также в саду было представлено очень много разных растений. И была невероятная площадка для того, чтобы просто попить кофе и сделать красивые фотографии. Так растет ваниль. Там ее очищают и получают стружки ящерицы. Выглядит все просто устрашающе, потому что здесь очень много пауков. Какое-то растение нам рассказывали, но я уже забыла, что это. Самое главное, это просто идти аккуратненько, чтобы, не дай бог, не попасть в какую-нибудь страшную паутину. Когда мы уже ехали к следующей локации, мы увидели, что продают дуриан, и решили его попробовать. И на удивление, дуриан совсем не обладает каким-то неприятным запахом, про который все говорят. Улун-Дану-Батур, также известный как Пура-Батур или Пура-Улун-Дану, индуистский храм, расположенный на острове Бали. Этот храм является одним из самых важных храмов на Бали, который поддерживает гармонию и стабильность всего острова. Улун-Дану-Батур представляет направление на север и посвящен богу Вишну и Деви Дану, богине озера Батур, самого большого озера на Бали. В этом храме есть красивая смотровая площадка на вулкан Батур и озеро Батур. Гоу-Гаджа или Слоновья пещера – это святилище, расположенное недалеко от города Убуд. Точное происхождение Слоновьей пещеры неизвестно. Предположительно, это святилище было воздвигнуто как место для духовной медитации.
Лемпуянг-Лухур – один из старейших и наиболее почитаемых храмов на Бали. Храм на самом деле представляет собой комплекс нескольких храмов вдоль пешеходной дорожки до вершины. Главный храм, также самый высокий, Пур-Лемпунг-Лухур, находится на высоте 1175 метров над уровнем моря на вершине горы Лемпуянг. Самый популярный среди посетителей храм – Пура-Пенатаран Агунг-Лемпуянг со своими высокими белоснежными расколотыми воротами Чанди-Бинтар, 3 лестницами-драконами и 3 воротами Кори-Агунг. Этот комплекс имеет вид на запад с видом на гору Агунг, самый высокий вулкан на Бали. Водный дворец Тирта Ганга – это архитектурный комплекс, построенный на Бали последним королем округа Карангасем. Название дворца состоит из 2 слов – Тирта, что можно перевести как «священная вода», и Ганга, что соответствует названию священной реки Ганг в Индии. Но с Индией водный дворец ничего общего не имеет. Дело в том, что Ганг тесно связан с индуистской религией. По легендам, эта река раньше протекала на небесах, но потом была спущена на землю с помощью бога Шивы. Таким образом, название дворца можно перевести как «священные воды реки Ганг». По всему саду расположено множество статуй. Они символизируют богов и демонов из индуистского эпоса Рамаяна. Кстати, рыбы в местных прудах необычные – это золотые карпы кои, привезенные сюда из Японии. Их размеры могут достигать 90 сантиметров. На первый взгляд они похожи на огромных золотых рыбок. Интересно, что стоимость каждого такого карпа может достигать $20 000. У местных женщин существует поверье, будто бы если пройтись в определенном порядке по камням водной тропы, то можно обрести здоровье, долголетие и самое желанное красоту. Таман-Уджунг – один из 2 водных дворцов на Бали. Это уникальный комплекс, подобного которому нет больше нигде в мире. Дворец строился как резиденция для королевской семьи Карангасема. Однако судьба расположилась иначе, и сегодня Уджунг потерял первоначальную функцию. Это не просто красивое место, в основе концепции дворца лежат глубокие философские мысли. Вода – это символ жизни, нас окружает вода, мы сами состоим из нее, поэтому Уджунг решили построить именно в виде водного дворца. Идеальное государство, сильный и мудрый народ под управлением справедливого короля,
Вот как виделось балийцам безупречное общество. Данная мысль находит отражение во многих архитектурных элементах дворца. И, наконец, третья мысль – это смешение трех архитектурных стилей – чисто балийского, европейского, а еще китайского. Если вы посмотрите на постройки дворца, то заметите, что они достаточно сильно отличаются от других балийских зданий. Например, белые каменные стены очень контрастируют с традиционными для острова черным камнем и золотым декором. Бале Камбанг представляет собой беседку, окруженную большим бассейном и соединенную с остальной частью дворца всего одним мостом. Мост содержит 6 сводов ворот, символизирующие 6 главных человеческих врагов – вожделение, гнев, жадность, иллюзия, гордыня и зависть. Бали-Гили, собственно, здесь и находилось помещение для отдыха короля и его семьи. Вы можете войти сюда и посмотреть на внутреннее убранство, предметы быта и мебель. В королевских покоях стены отделаны искусной и детализированной резьбой по камню. Поскольку дворец Уджунг строили в качестве официального здания, где будут проводиться встречи с представителями иностранных делегаций, здесь и сегодня размещены фотографии королевских династий острова, включая фото последнего Раджи Карангасема. Территория парка очень аккуратная и красивая, газоны всегда подстрижены, а дорожки подметены. В прудах растут лотосы, а также водятся золотые карпы. Здесь можно встретить куриц и гусей, а также индеек. Рядом с водоемами расположены многочисленные колонны и статуи, среди которых есть изображения балийских божеств. Пляж Вирджин-Бич открыли австралийские путешественники в 70-х годах прошлого века. Сам пляж очень красивый, чистый, и море невероятно красивого цвета. Пляж Карамас носит то же имя, что и деревня, на территории которой он расположен. Пляж покрыт черным песком и солью, она блестит на солнце, будто маленькие звездочки. Сегодня последний день на Бали. Я пришла к океану, а я вообще думала сегодня посерфить, но не знаю. Я еще думаю, стоит, не стоит, потому что волны большие. Я первый раз как-то немножко даже страшно. Пока просто сижу в океане, смотрю, думаю, что буду делать. Наш самый последний день на Бали прошел спокойно. Мы с утра встали, сходили, купили небольшие сувениры, потом поели, пообедали и собрались уже в аэропорт. У нас был рейс до Джакарты, потом с Джакарты до Китая и с Китая до России. На Бали мне безумно понравилось, и я хотела бы вернуться туда снова.